Все-таки экватор сезона более вдохновляющее время, чем его окончание. Еще теплится надежда, что твоя любимая команда встрепенется, выдаст победный стрик и прихватит какой-нибудь кубок. Как же не хочется уходить на летние каникулы в плохом настроении. Зато наступает время любимой ежегодной рубрики «Галопом по Европам», где мы пронесемся по первым 20, точнее с 20 по 6 место в рейтинге УЕФА чемпионатам, так как с первой пятеркой все понятно, и посмотрим, чем завершились эти обделенные вниманием, однако также любопытные турниры. По сравнению с прошлым годом из первой двадцатки выпали первенства Украины, Сербии и Хорватии, где в последнем туре на чемпионство претендовали сразу 3 клуба, а автомобиль с медалями расположился на перекрестке 3 дорог стадионом. Не стоит расстраиваться, чемпионаты, которые будут вместо этих 3, не менее интересны. Обзор растянется на несколько частей, так как один большой ролик возможности делать нет, а рассказать совсем кратко не получается. Начнем. Швеция, Allsvenskan. Чемпионат Швеции нас немного подвел. Турнир разыгрывается по другой системе весна-осень за один календарный год. Сейчас у них примерно треть чемпионата. Придется рассмотреть, как завершился сезон 2024. Интриги в борьбе за золото не было. Мальмё, захватив лидерство в таблице с первого тура, не позволил усомниться в своем превосходстве. Небесно-голубые начали периодически терять очки только ближе к концовке чемпионата, когда пошли Еврокубки и еще по одной причине, которая, на мой взгляд, является проблемой для клубов, играющих по схеме весна-осень. Лучшим футболистом Allsvenskana 2024 был признан Себастьян Нанаси, отыгравший всего 17 игр, со статистикой 6+9. Все дело в том, что летом швед покинул родину. Сейчас 23-летний полузащитник успешно выступает за Страсбург. Если Мальмё способна пережить потерю лидеров в летнее трансферное окно, даже за счет местных кадров, то середняка или аутсайдера, забравшегося к середине чемпионата на вершину, могут серьезно подербанить. За чемпионом развернулась нешуточная борьба за медали. Юр Гордон, который принес такие важные баллы Швеции, дойдя до полуфинала Лиги конференций, отстал от Хаммарбюс Айком на 1 пункт и пролетел мимо Еврокубков. Кстати, летом они потеряли, ну или немного заработали. Вундеркинда Бергваля, 18-летний полузащитник, за 10 миллионов евро перешел в Тоттенхэм. Самуэля Даля, молодого защитника, купила Рома за 4,3 миллиона. Основной голкипер Видель Сеттерстрём перебрался в Дерби Каунти. Хаммарбю, ставший вторым, также расстался с 2 молодыми футболистами. Натаниэль Аджей и Денис Гюль были проданы в Ларьян и Порту соответственно за общую сумму более 10 миллионов евро. Зато столичный клуб Марти удачно привез из Кот-д'Ивуара 18-летнего вингера Базумана Туре, 9+3 в чемпионате в 23 играх. Зимой был продан Хофенхайму за 10 миллионов евро. Бронзовый призер Айк по ходу чемпионата сменил тренера. Крысы, такое прозвище у клуба, не думаю, что оно считается обидным. По приходу фарерского специалиста Микьяла Томасена располагались на 8-й строчке. Несколько игр ушло на отладку механизмов, затем последовала серия из 11 побед в 14 матчах. За Айк в центре нападения пылит Джон Гуидетти, экс-футболист Манчестер Сити, Фейнорда и еще много каких известных команд. Скромный 1 гол в 2024, а ведь ему всего чуть за 30, возраст, в котором некоторые только начинают. На 5-м месте чемпионат закончил Мьёльбю. Команда абсолютно непримечательная, без ярких личностей, по стоимости состава на одном из последних мест. Видимо, их сила именно в коллективной игре, в чем немалая заслуга главного тренера Андерса Торстенсона. Швед работает с небольшими отлучками на тренерских должностях в клубе с 2006 года. В нынешнем году Мьёльбю возглавляет таблицу. Не забудем и про Брома Пайкарну, которая славится своей академией, традиционно одним из самых молодых составов в лиге. Только на этот раз они открыли возрастного игрока. Лучшим бомбардиром с 17 голами стал 33-летний высокий 1,93 м Никола Васич. Карьера Васича – это страдания в клубах, о которых тяжело найти информацию в интернете. Параллельно футболу приходилось работать электриком на полную ставку. В 2020-м решился покорить низшие дивизионы Италии, подписав контракт с Реджиной. Сыграть на чужих полях так и не вышло. Никола отправили в аренду в команду из 3-го дивизиона Швеции. В том числе такая не самая завидная карьера получилась из-за травматичности форварда. К сожалению, еще поферить напоследок у Васича навряд ли выйдет. В заключительном туре нападающий получил разрыв крестообразных связок. Сорвался переход в более статусный Хаммарбю, в который Никола мечтал вернуться, ведь там он и занимался футболом в детстве. Круг сансары не замкнулся.
Я просто напомню в закрепленном комментарии для вас бонус X2 по промокоду DOMFUTBOLA25. Успейте активировать до начала крутого события. Кипр, первый дивизион. Высшая лига представлена 14 клубами. После 26 туров разбивается на лучшую шестерку, которая проводит еще 2 круга, и восьмерку, которая в один круг определяет лишних. Чтобы вы понимали уровень первенства, лучший бомбардир первого этапа с 12 голами Рафа Лопеш, не дождавшись окончания сезона, перешел в команду 3-го дивизиона Польши за $40 тысяч. В оправдании киприотам португальцу 33, и он раньше уже выступал в Польше, а Анартосис все равно ни за что не боролся, монолитно застыв в середине таблицы. Но разве это сможет оттолкнуть от знакомства с настолько колоритным чемпионатом? Чего только стоит дерби Никосии Омония против Омонии 29 мая. Омония – один из самых титулованных клубов страны, с солидной инфраструктурой и стадионом на 28 тысяч. Из-за финансовых трудностей 29 мая 2018 команда была продана американскому бизнесмену кипрского происхождения Ставросу Папаставру. Ультрас высказали свое недовольство и заявили о создании собственного клуба. За 6 лет Омония 29 мая добралась от 5-го дивизиона до элиты. Составить конкуренцию своему недругу не вышло – 14 баллов в 33 турах. Омония Папаставра с бронзовыми медалями. В нападении у зеленых, повидавший большие стадионы во всех 5 топ-чемпионатах, Стефан Йоветич, 35-летний черногорец, 27 игр, 7+7. В следующем сезоне вместо Омонии 29 мая в элите сыграет другая любопытная команда российского блогера, уехавшего на Кипр, Красава Энни Ипсонос. Главным претендентом на чемпионство считался Пафос, которому симпатизировал в ЛК. Как можно не симпатизировать клубу с названием Пафос? Их в 1/8 выбил Юр Гордон. Конкуренцию должен был составить Арес, так и вышло. После регулярки команды разделял 1 балл. Все решила чемпионская группа и очные встречи. 2 победы Пафоса с общим счетом 5-0. Клуб из одноименного города впервые сильнейший в стране. Главный тренер Хуан Карлос Карседо. Испанец работал помощником Унай Эмери в Севилье, ПСЖ и Арсенале. Последним местом работы до Кипра была Сарагоса. Вообще Пафос – интернациональная команда. В воротах Ивица Ивушич, прошедший Академию Интера, несколько матчей за сборную Хорватии. Лучшим футболистом чемпионата был признан 28-летний португальский полузащитник чемпионов Пепе. Вторым в чемпионате остался Арес под предводительством белорусского тренера Алексея Шпилевского. Клуб из Никосии принадлежит белорусскому бизнесмену Владимиру Федорову. На острие атаки зажигает Александр Кокорин. С учетом того, что лучшим бомбардиром всего чемпионата стал 38-летний Эль-Араби с 13 голами, 10 мячей Александра выглядят не так уж и плохо, плюс 9 ассистов. Печальный вылет получился у Кармиатисы. У клуба был солидный запас перед вторым раундом, все растеряли. Кульминация 88-я минута, незабитый пенальти. Молодых, интересных, перспективных игроков, которые летом могли бы перейти в лиги посерьезнее, в чемпионате Кипра нет. Израиль, Премьер-лига. В чемпионате Израиля система розыгрыша идентична кипрской. 14 клубов, 2 круга, разбитие на 2 группы. И там уже между собой решают, что не определили после основного раунда. В стране обожают футбол, 20-30 тысячные стадионы заполняются под завязку, непримиримое соперничество, не раз матчи прерывались из-за разбушевавшихся болельщиков. Главными претендентами на чемпионство можно было назвать 4 команды в процессе убывания: Макаби Тель-Авив, Хапоэль Беэр-Шева, Макаби из Хайфы, Бейтар. Главное не запутаться, слишком много Макаби и Хапоэлей. Данная четверка никого к себе не подпустила, а сама разбилась на 2 группы. Макаби из Хайфы с Бейтаром до последнего боролись за бронзу, Хапоэль с Тель-Авивским Макаби за золото. В 19-м туре Макаби и Хайфа получили важные для 3-го места баллы. Выездная встреча с Бней Сахнином завершилась в ничью. Однако из-за участия в матче у соперника футболиста, у которого были проблемы с контрактом, один из пунктов не был подписан, Хайфа получила техническую победу. Хотя и без этих 2 очков Макаби бронзу бы сохранил. Бейтар в чемпионской группе расклеился, за 10 игр набрал 8 баллов. А вот обладатель золотых медалей должен был определиться в заключительном туре. Беэр-Шева после регулярного этапа опережала на 1 очко Тель-Авив. Макаби из Тель-Авива единственная команда в стране, которая принадлежит иностранному владельцу, канадскому миллиардеру Мичелу Голдхару. Также единственная, кто входили в сезон с иностранным главным тренером. Жарко Лазетич до этого тренировал исключительно на родине в Сербии, последним клубом была Бачка.
Постепенно команды сравнялись, однако в предпоследнем туре Беэр-Шева теряет очки с Бейтаром 1-1. Маккаби таким подарком воспользовались сполна, не позволив Хапоэлю даже помечтать. Последние матчи сезона уверенно громят тот же Бейтар 5-0. На 67-й минуте аплодисментами простились с одним из самых уважаемых израильских футболистов Эроном Захави. 37-летний нападающий объявил о завершении карьеры. Несмотря на возраст, нынешний сезон отыграл достойно – 12 голов, 3 ассиста. Маккаби Тель-Авив во второй раз подряд и 26-й в истории становится чемпионом Израиля, самая титулованная команда страны. Лучшие бомбардиры Гай Меламед 21 гол, 21-летний Дор Тургеман 16 голов, Дия Саба 16 голов плюс 15 голевых, ему уже 32. Кроме Тургемана, из перспективных игроков на повышение можно выделить разве что 21-летнего бразильского вингера чемпионов Уэсли Патати, у него 11 плюс 7 в чемпионате, и 19-летнего Ярина Леви, центральный полузащитник, отыграл сезон в аренде в Бейтаре. Ставьте лайки, это подгоняет продолжение, и берегите себя.